Привет, дорогие друзья! Сегодня очередное видео по полистиролбетонным составам. Сегодня хочу, как я анонсировал в прошлом видео, залить 3 блока полистиролбетонных. Первую я хочу взять у Игоря Рязанца в его таблице полистиролбетонных составов разных плотностей. 2 блока хочу залить по пропорциям, из которых уже стоят готовые дома. У ребят Самопал Продакшн канал и Строй свой самострой. Вот один построился по пропорции цемента с песком 1 к 1 и 6 частей пенопласта, а второй построился 1:3:8, 1 цемента, 3 песка и 8 пенопласта. Вполне надежные крепкие стены получились. Конечно, сравнивать, скорее всего, эти составы, эти блоки, точнее, я не буду, потому что это разная плотность. Они, скорее всего, уйдут в будущем в видео, в котором я буду сравнивать эти все полистиролбетонные блоки, которые я сейчас заливаю, с газобетоном. То есть вот стоит газобетончик, ждет, когда мы его будем ломать. Блок из таблицы Игоря Рязанца я залью на 500-м цементе, 500-й марки. Остальные блоки я буду заливать на 400-м, потому что большинство здесь блоков стоящих я заливал на 400-й марке. Получались очень крепкие, надежные. Ну, блок Игоря Рязанца хочу залить исключительно по тем рекомендациям, которые он оставляет в своей таблице. И также во все эти 3 блока я хочу добавить фибру по той пропорции, которую пишет изготовитель. Фибру только единственное я не буду уже замачивать в воде, потому что ну никак не получается у меня замешать ее в воде. Хочу в ведро засыпать цемента немного, часть цемента, туда всыпать нужное количество фибры и миксером разбить это все дело, может быть так оно лучше перемешается. Это мне подписчик подсказал, сегодня попробуем его эту технологию. И в сегодняшнем видео хочу заменить СДО добавку на вот такой вот пластификатор. Сегодня купил 137 гривен 5 литров. Тут пишется воздухововлекающий пластификатор, заменитель извести. Улучшает подвижность растворной смеси, препятствует водоотделению и расслаиванию, увеличивает морозо- и трещиностойкость, предотвращает образование высолов. В общем, почему решил заменить СДО? Потому что СДО это все-таки такое кустарное производство. Оно, в принципе, раствор неплохо вспенивало в блоках, но это очень сильно зависит качество СДО от именно компонентов, которые в него входят, от того, как правильно его замешивают, от того, где оно хранится. То есть, вполне возможно, сейчас зима, где-то на складах оно перемерзшее какое-то лежит. А это все-таки я купил в гипермаркете строительном, там по температуре и по качеству, я думаю, этого изделия вопросов возникнуть не должно. Кто делает, что-то не написано. Штрих-код какой-то не наш, не знаю. Расход 15-125 мл на 25 кг цемента. Буду сначала добавлять немного, грамм 25, а потом уже смотреть, что получается. Может быть, еще немного добавлять. Цена пластификатора 5 литров 137 гривен. С такой ценой я вообще не знаю, имеет ли смысл добавлять в полистиролбетон жидкое мыло. Первый блок замешаю по таблице Игоря Рязанца. Хочу замешать, ну скажем так, D550. Прям вот крепкий полистиролбетон. Для этого нужно нам по его таблице 350 кг цемента, 120 кг на куб, получается это песка, мелкого песка, 170 литров воды. Ну и СДО я не использую, вместо СДО я использую фирменную присадку. Все пропорции в этой таблице он дал на 1,1 метр кубический вспененного полистирола. Для дробленки нужно было бы 1,2, 1,4 метра кубических. Для того, чтобы замешать один блок, я буду добавлять 40 литров пенопласта. Значит, мы 1,1 куба делим на 0,04 и получаем 27 замесов. Значит, 350 килограмм мы делим на 27 замесов. Получается 12,96 килограмм. Короче, 13 килограмм 500-го цемента мне нужно на замес одного блока. Песка нужно 120 килограмм на куб. Значит, мы делим на 27, получаем 4,4 килограмма песка. И воды нужно 170 литров на замес. Значит, 170 мы делим на 27, получаем 6,3 литра воды. Игорь Городничев сначала рекомендует замешивать цемент с водой и добавками, а потом уже добавлять гранулы. Замешаю так, как он рекомендует. Так, посмотрю, чтобы цемент был нормального качества. Да, цемент не слеженный, влага в него не попала. Значит, все в порядке будет. Цемент сухой. Добавляю часть цемента и замешиваю сюда фибру, для того, чтобы она... Постараться в сухом цементе ее хорошо размешать. 36 грамм фибры мне надо. Будет 37. Надеюсь, хоть сегодня уже фибру замешаю правильно.
блестят волосики фибры. Вроде как распределились неплохо. Так, добавляю остаток цемента, чтобы получить ровно 13 килограмм. Ведро весит 350 грамм, значит мне нужно 13 350. 13 350. Так, теперь отмеряем 4,4 килограмма песка. Минус ведро, получается то, что надо. И 6,3 литра воды. Добавляем воздухововлекающую добавку. Ну, пусть будет 25. Так, и вот что мы получили. Хорошая пластичная масса, все шарики хорошо смазались, консистенция отличная, не сухая. Видно цементное молочко. Можно нагружать в форму. Замес от Игоря Рязанца. Рязанец D550. Так, ну что могу сказать, ребят, полная форма. Еще целое ведро получилось с этой бетономешалки, с этого замеса D550 по Рязанцу. Тут ведро на 14 килограмм, то есть где-то литров 13. Тут точно еще выхода. В общем, все хорошо, но с фиброй у меня полные нелады. Уже третий замес. У меня тупо не получается замешать фибру вообще. Вот смотрите. Вот. Оп. Вот такой вот коврик фибры изнутри в бетономешалке. То есть, что я замешал, как сегодня, в сухом цементе, да, вроде распределилось, все, класс. Думал, что это уже хотя бы будет правильный замес. Что я замешивал в ведре, где-то в черном ведре, да, я туда песок насыпал, с песком размешал, тоже ничего. Что замачивал, как производитель пишет, да, на 2-5 минут до замешивания замочить, замачивал, да, разбухло, все классно. Но потом вот таким же комком просто катается в той бетономешалке и никакой от нее пользы. Походу я откажусь нафиг от этой фибры, потому что я уже третий замес, не могу ее правильно размешать. Не знаю, ребят, такая вот фигня. Так, второй блок я думал замешать по пропорции строй свой самострой, но в принципе решил, что у меня уже почти что такой блок есть. Я его замешивал 1 к 1 получался с песком и 4 ведра пенопласта. А у него 1 к 1 с песком и 6 ведер пенопласта. Ну, особой разницы, я думаю, там не будет. Поэтому строй свой самострой без обид. Хоть я смотрел твой канал, учился сначала по полистирол-бетону. Наверное, твой канал был первый, который я смотрел на ютубе. Вот. А сейчас я замешаю по пропорции Самопал Production. Это 1:3:8. Как он делал, это супер сверхконструкционный полистирол-бетон получается. Он явно получается холодный по сравнению с ГОСТовским, потому что в ГОСТовском песка вообще нету, а тут аж целых 3 ведра песка. Вот, замешаю, чтобы людям показать, чтобы самому посмотреть. Но для моего блока 8 пенопласта мне просто некуда будет загрузить, поэтому сделаю половинную порцию, то есть пол ведра цемента, 1,5 ведра песка и 4 пенопласта. Так, ну вот, замешался растворчик. Очень отличается, конечно, даже по внешнему виду. И стеночки бетономешалки все чистые. Большое количество песка. И масса получается тяжелая. И за счет этого очень хорошо все перемешалось. Конечно, много песка здесь. Но человек построился. И его стены, особенно в видео, когда он по ним кувалдой бил, то внушают доверие. Конечно, очень, наверное, холодный получается этот материал. За счет того количества песка, который в нем замешан. Но, тем не менее, такой состав имеет место быть. И будем грузить его в форму. Так, полная форма получилась. И еще огромное количество в бетономешалке. Даже не знаю, куда уже складывать. Ведро полное. Сейчас, наверное,
в мешок от цемента выгружу. Сегодня у нас 27 января. Отношу эти два блока домой, чтобы они сохли, потому что сейчас в Одессе мороз. Насколько по цвету отличаются два блока. Этот практически на чистом цементе, а этот практически на чистом песке. Ну, посмотрим, что получится через недельку. Так, ребятки, сегодня 3 февраля. Прошла ровно неделька. Принес блоки, хорошо застыли. Значит, такая история. При прошлом замесе моем, да, на 400 и 500 цементе потрескался больше блок на 500 цементе. Трещинки были только сверху, сбоку, внутри никаких трещин не было. А тут все наоборот. Тут, значит, на 500 цементе блок от Рязанца не потрескался вообще. Вот. А 400 с большим количеством песка реально потрескался. В общем, я думаю, что на такие трещины, в принципе, можно не обращать внимания. Это усадочные трещины, и, скорее всего, это из-за перепада температуры, влажности. То есть, мастерской принес домой. Вот, из-за быстрой сушки, наверное, сверху, то есть перепад температуры, поэтому трескается вверх. Ну, почему-то сейчас все наоборот получилось. В прошлом замесе 500 потрескался, а сейчас 400. В общем, трещины только сверху, внутри, я уверен, их не будет. В общем, разбираем, смотрим. Так, друзья, смотрим, что получилось у нас. Это блок от Рязанца D550. Это блок 1.3.8 по пропорции от Самопал Production. Наверное, это два, честно сказать, самых красивых блока, которые у меня получились. Очень ровненькие стеночки. Наверное, этот пластификатор, который я добавил при этом замесе, сделал хорошее дело. И очень действительно пластичный получился раствор, который отлично заполнил форму. Структура у блока Рязанца очень гладенькая, вообще как стеклышко глажу. Приятный на ощупь. Здесь блок ровненький, но структура совсем отличается. Очень пористая структура, похожа на губку. Вот. Ну и, наверное, самое большое удивление для вас сейчас будет, ну и для меня это стало удивлением. Вот этот вот блок. Сейчас поймете почему. Ну как вам? Я не знаю, что с этим блоком. Я не знаю. Я замешал четко по пропорции, как делал Самопал Production. 1.3.8, как он сам написал в комментарии. Вот. Но это, конечно... Это он мне напомнил самый мой первый блок, который я без СДО, без ничего замешал. Там, где цемент у меня просто весь стек вниз. Вот, примерно такой же мягкий получился этот блок. В общем, тут получилось 1.3.8 пропорция. Это что-то совсем... Я не знаю, как он мешал. Может быть, он мешал на 500 цементе, а я замешал на 400, потому что у меня уже 500 цемент закончился, оставался 400. Но чтобы настолько получился плохой результат, честно, я не ожидал. Это, наверное, вообще первый тест, в котором блок без песка, практически без песка, победил блок с большим количеством песка. То есть до этого блоки, когда я мешал 1 к 1 цемент с песком, они получались очень крепкие. А тут, друзья, для сравнения, да? Все. Это все, что я могу продавить в этом блоке. Со всей силы. Вот так вот. По ощущениям, просто как я до этого мешал 1 к 1 с песком на 400 цементе. Это очень крепкий блок получился, а это совсем нельзя назвать строительным материалом. Вот. Ну, да, это просто губка. Это просто губка получилась. Застывали в одинаковых условиях дома, в коридоре. Но тут, судя по всему, решающим сыграло количество цемента. Количество цемента, пол-ведра. На вот такой замес это просто катастрофически мало. Я сейчас палец сломаю просто. Но он продавился где-то на миллиметра 2. Тут на сантиметра 3.
Вот такая история. В общем, сравнивать эти два блока вообще не вижу никакого смысла. Я не знаю, может Самопал, если смотрит это видео, пусть расскажет, что у меня с этим блоком случилось не так. Но я замешал четко по его пропорции. Единственное, что на 400-м цементе. Может, на 500-м была бы картина чуть-чуть лучше. Но это, конечно, совсем не строительный материал. Сравнивать мы их не будем. Вот. Единственное, ну, наверное, отпилю. Мне интересно вот этот блок. Я хочу отпилить, разломать его стамеской и посмотреть в том видео, да, когда я вот этот вот блок ломал на чистом цементе с СДО, то я прям, вы видели, да, рукой пожамкал, и блок просто разваливался. Конечно, спустя неделю неправильно такие тесты проводить, и я еще раз напоминаю, что все эти блоки мы рассмотрим уже вместе даже с этими блоками спустя месяц после сегодняшнего, точнее уже неделя застыла, то есть еще как минимум 3 недели эти два блока будут застывать, и потом мы все блоки еще раз посмотрим на разрушение, ну и уже будем сравнивать их с газобетоном. Так вот, этот вот блок уже совсем не имеет той структуры, когда я его ломал просто в руках, он стал намного крепче. Так вот, мне интересно, как вот этот вот блок себя поведет сегодня. Смогу ли я его разломать вручную. В общем, распилим, посмотрим. Бахнулся на пол, и смотрите, с такого вот расстояния даже скола на нем не образовалась. Да, ребята, это абсолютно повторяется, как в моем самом первом замесе. Блок просто частями разваливается. Его даже пилить особо смысла нету. Да. И вот что с этим блоком случилось. Да, ребят, ну сами видели, да? Без каких-либо спецэффектов. Вы видели сами. Вот такая вот история. Да, ребята, в общем, эти два блока, конечно, просто не имеет смысла никакого сравнивать. Это просто не строительный материал получился почему-то, поэтому этот блок мы будем в будущем испытывать. Этот блок, ну, оставлю, может быть, посмотрим, что с ним будет через 3 недели, но я очень сомневаюсь, что он будет крепче того вот моего самого первого блока, который я не по правилам замешал, без СДО, весь цемент вниз стек, и то у меня такое чувство, что этот блок крепче, чем вот этот вот блок с таким большим добавлением песка. Да. Чуток забыл я процедуру, как я снимал видео, забыл взвесить блоки. После того, как я вот такой вот тест пальцем сделал, я уже забыл вообще, что я хотел делать. Сейчас взвесим вот этот блок. Этот блок смысла нету взвешивать, потому что из него строить я никому не рекомендую. А этот блок сейчас с вот этим кусочком так вот соберу и взвесим. Шестнадцать 400. Так, друзья, блок получился 16,4 килограмма. То есть, если мы умножаем 0,6 на 0,3 на 0,2, это 0,036 куба в одном блоке. И таких блоков в кубе получается 27,77 штук. Ровно столько же, сколько в кубе вот таких же по размеру газобетонных блоков. И если мы 16,4 умножаем на 27,77, получаем 455 килограмм вот такой полистиролбетонной массы на куб. Не знаю, почему 455, думал, что D550 это должно было быть 550 килограмм на куб, но получилось вот так. Очень интересно было бы услышать комментарий от Игоря Рязанца по этому поводу, что у меня тут получилось, правильно, неправильно. Но в любом случае, по прочности, этот блок очень сильно мне напоминает блоки, когда я заливал на 400-м цементе, вот, с СДО и с Фейри.
один к одному с песком. То есть по прочности примерно одинаковые. Вот так вот спустя неделю, когда я испытывал эти блоки и вот этот блок, очень напоминает по прочности состав, когда один к одному с песком. Но здесь песка, конечно, намного меньше, здесь больше цемента. Так, ну и интересно сейчас его поломать и попробовать сжать в руке, что из этого получится. Раскололся. Так, ладно. Не раскололся. Раскололся. Так, ну на раскол, ладно, бог с ним, потому что в принципе в стенах больше всего материал ценится за его несущую способность. Потому что в принципе если бы я поставил тут кирпич и ударил бы по нему, то он бы тоже разлетелся бы от первого удара стамески. Мне сейчас интересно подавить его рукой. Да, друзья, это так я рукой раздавить не могу. Он мне по прочности напоминает, ох, ё-моё, даже может быть чуть-чуть прочнее вот так вот на сжатие, чем блок, когда я давил с фиброй и один к одному был цемент с песком. Да, даже может быть крепче. Удивил, честно, блок. Интересно было бы замешать такой же блок вообще без песка, ну скажем, добавить тех же 350 килограмм цемента с этим вот пластификатором, хороший пластификатор. И вот интересно было бы без песка вообще замешать. Ну, уже просто закончился 500-й цемент, уже хочу заканчивать тесты свои, поэтому покупать не хочется. Но этот блок меня сегодня удивил, честно. Очень интересно, как этот блок спустя уже месяц, блин, все руки поколол себя, спустя месяц будет противостоять, допустим, в тисках газобетону D400. Честно, друзья, если, к примеру, вот такой вот блок будет крепче газобетона D400, то я вообще не вижу смысла тогда заливать стены с большим добавлением песка. К примеру, один к одному с песком, как я мешал. Я думал, что этот материал будет явно крепче, но в принципе, если замешать вот такой вот блок, если он реально будет по прочности не менее крепкий, чем вот этот газобетон, то реально песок в принципе не нужен. Да, ребята, интересный тест сегодня получился, удивился сегодня этому блоку, и уже, наверное, сегодняшнее видео было последнее по замесам полистиролбетона, потому что уже пора определяться с составом для строительства своего дома, но определюсь я с составом, когда уже все вот эти блоки, включая вот эти, уже после месяца, как они застынут, чтобы они набрали максимальную прочность бетона, буду сравнивать с газобетоном. То есть я хочу, напомню еще раз, чтобы полистиролбетон, независимо от того, сколько в нем будет песка, был не менее крепким, чем газобетон D400. Потому что газобетон D400 это, пожалуй, самый популярный газобетон, самой популярной плотности, потому что из D400 в основном строят и двух, и бывает даже и трехэтажные дома. Вот, сейчас покажу вам. Вот, чтобы вы знали, вот рядом соседский дом с вот этой вот красной крышей, да, вот у него на втором этаже толщина стен 30 сантиметров, на первом этаже толщина стен 360 сантиметров. И я знаю на 100%, что этот дом построен из газобетона D300. Вот так вот, друзья. Поэтому для строительства своего двухэтажного дома я хочу, чтобы полистиролбетон, желательно, конечно, вообще без песка, тогда это реально будут и теплые стены, и надежные, был не менее прочным, чем газобетон D400. Ну а это мы увидим уже в будущих видео, в которых я буду испытывать этот газобетон в сравнении со всеми этими блоками полистиролбетона на сжатие, на гигроскопичность, на теплопроводность, на огнеупорность. В общем, тесты еще будут впереди. Я думаю, вам будет тоже интересно, кто окажется победителем в этих тестах, газобетон или полистиролбетон.
Ну а на сегодня все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в новых видео, в новых тестах газобетона с полистиролбетоном. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем хорошего дня. Пока.